Всем привет! На просторах интернета достаточно давно ходили слухи, что компания Google в скором времени должна представить свои новые флагманы под названием Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Что немаловажно, первые утечки появились еще в июне этого года, а уже в августе состоялся небольшой, если так можно сказать, анонс на бумаге. И это все привело к тому, что за 2 недели до официальной презентации были раскрыты о смартфонах практически все технические характеристики. Но осталось узнать только цены, ведь от них зависит практически все. Презентация прошла 19 октября в 20:00 по московскому времени. И, конечно же, все были в восторге, ведь мы получили действительно интересные аппараты, которые могут конкурировать запросто с брендами. Первое, что хочется отметить, что у себя дома в США смартфон Pixel 6 заметно дешевле, чем в Европе. Так, базовый Pixel 6, который получил 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт своей флеш-памяти, на родине оценен в $600, а стоимость такого же смартфона в Европе составляет уже 650 евро. Разбежка действительно есть. А вот старший смартфон Pixel 6 Pro, который уже имеет 12 гигабайт оперативной и 128 гигабайт своей флеш-памяти, в США стоит $900, в Европе 900 евро. Тут разница не такая заметно. Кто-то скажет, что это очень дорого, но я скажу, что конкурентов у данных гаджетов по сути вообще нет. Ведь смартфоны у компании Google получились уникальные и первобытные. И сегодня я вам расскажу, что мы получили за такую немаленькую сумму. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Как и полагается компании Google, ее смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro получили Android 12 из коробки. Конечно же, главным отличием системы от предыдущих версий стало новое визуальное оформление с кроссплатформенным языком дизайна, с подстраивающимся к обоим цветными темами. Компания Google обещает 5 лет обновлять свои смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro. То есть они будут получать обновление до конца 2026 года, что является большим плюсом. Тут Google обошла даже компанию Samsung. Также, что немаловажно, смартфоны получили отличные экраны, но есть отличия. Pixel 6 Pro получил топовый на данный момент экран, выполненный по технологии AMOLED LTPO с диагональю 6,7 дюйма, разрешением 3120 на 1440 пикселей и кадровой частотой 120 Гц. А вот Pixel 6, увы, получил панель попроще, а именно AMOLED диагональю 6,4 дюйма с разрешением Full HD+, кадровой частотой и 90 Гц. Оба экрана защищены прочным стеклом Gorilla Glass Victus. Стекло должно без последствий выдерживать приземление с высоты менее 2 метров. Сканеры отпечатков в обоих случаях интегрированы в дисплей. Старший Pixel 6 Pro оснащается аккумулятором емкостью 5000 мАч, а вот в Pixel 6 установлен аккумулятор емкостью 4400 мАч. Оба смартфона поддерживают зарядку мощностью 30 Вт. Поддержка беспроводной зарядки отличается. Pixel 6 21 Вт, Pixel 6 Pro 23 Вт. Также оба смартфона поддерживают обратную беспроводную зарядку. Как принято уже в наше непростое время, ни проводного, ни беспроводного зарядного устройства в комплекте поставки новинок, к сожалению, нет. Теперь я вам расскажу о нашумевшей аппаратной платформе Tensor. Тут все очень необычно и сложно, можно сказать. Платформа Tensor имеет сразу 2 супер ядра. Cortex-X1. Для сравнения, в тех же Snapdragon 888 и Snapdragon 888 Plus их по одному. Напоминаю, однокристальные системы нового поколения, дебютирующие в конце этого года и в следующем году, получат более мощное суперядро, а именно Cortex-X2. Но на данный момент Tensor является своего рода единственной в мире системой. Мощные ядра дополнены 2 ядрами со средней
средней производительностью и 4 энергоэффективными. Также, что немаловажно, платформа имеет свой собственный цифровой сигнальный процессор, отвечающий за обработку изображений и видео при захвате и вычислительную фотографию. А это, я вам скажу, не хухры-мухры. Что немаловажно, платформа имеет чип Titan M2, который защищает содержимое памяти смартфона, фото, текстовые и прочие данные от атак извне. Из других общих особенностей: модем 5G, адаптеры Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, а также защита от пыли и воды в соответствии со степенью IP68. И, конечно же, порт USB Type-C 3.1. Габариты и масса смартфона Pixel 6: 158 на 74 на 8,9 мм, вес 207 граммов. Pixel 6 Pro: 163 на 75 на 8,9 мм, вес 210 граммов. Смартфон Pixel 6 получил всего лишь двойную основную камеру. Сенсоры выступают на 50 мегапиксель f1.85 широкоугольный и 12 мегапиксель f2.2 сверхширокоугольный. Pixel 6 Pro в дополнение к двум широкоугольным модулям 50 и 12 мегапиксель оснащен 48 мегапиксельным сенсором с телеобъективом. Он обеспечивает 4-кратное оптическое увеличение, а также гибридный зум 20x. Угол обзора фронтальной камеры у версии Pro составляет 94 градуса. Видео на основной модуль можно записывать до 4К 60 FPS. Фронтальные камеры врезаны, но если в Pixel 6 ее разрешение составляет 8 мегапиксель, то в Pixel 6 Pro 11 мегапиксель. Одной из фишек новых пикселей стала функция волшебный ластик, с помощью которой можно удалять нежелательные объекты со снимков в одно касание. Функция, кстати, работает без подключения к сети, что является большим плюсом. Также одним из главных достижений в компании Google считают эксклюзивность камеры, а именно она позволяет хорошо снимать людей с разным цветом кожи, что также является превосходным результатом в 2021 году. Ну что же, ребята, на мой взгляд, с каждым годом Pixel показывает все лучше и лучше свои девайсы. Я уверен, пройдет где-то так лет 5, и мы увидим просто восхитительные смартфоны, у которых не будет вообще конкурентов. То есть, действительно, у Pixel, у компании есть деньги, и действительно, они могут разрабатывать очень и очень хорошие девайсы. Вы должны понимать, что Pixel вообще в мире является очень и очень хорошим фотоаппаратом. По качеству видео не скажу, потому что видео все смартфоны снимают так себе. Сейчас, как я знаю, на данный момент это только Apple и только Galaxy S серия. Все. Больше, на мой взгляд, видео возможности других конкурентов оставляют желать лучшего. Но Pixel 6 и Pixel 6 Pro получились действительно стоящие смартфоны, и их можно покупать, тем более за такую сумму. Это недорого, учитывая, сколько сейчас стоят конкуренты. Вот и все. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.